Всем привет! Снова на обзоре фонарики, популярный бренд и очень популярные в народе модели. Цветовую температуру специально взял, чтобы вы могли иметь определенные представления. Также все это хозяйство попробуем и в темноте, в лесу. Сейчас вместе с вами все детально изучим. Всем приятного просмотра! KKR24 Technologies. Поставляются обе модели в таких скромных упаковках. На упаковке, естественно, видим и название бренда. В комплекте поставки видим руководство пользователя. Помимо китайского, английского и других языков, видим, есть и перевод на русском языке, в котором можем увидеть среднее время работы от одного заряда. Также видим, предусмотрена влагозащита, и в зависимости от модели светодиод используется либо XPL или же 351, которые ставят и на популярные модели HD15. Ну и вышеуказанные параметры по среднему времени работы основаны с использованием элемента питания 18650 с емкостью в 3400 мАч. Хотя этот момент мы проверим чуть далее в ролике. Стоит обратить внимание и на срок службы, хотя фонарики реально работают. И очень сложно как-то их испортить, особенно если соблюдать правила эксплуатации. Также можем видеть USB провод стандарта micro USB. Это для зарядки фонарика, не извлекая аккумулятор. И длина такого провода составляет порядка 65 сантиметров. Еще в комплектации можем видеть вот такой переходник, с помощью которого фонарик можно сделать еще более компактным, но для этого придется устанавливать уже аккумулятор стандарта 18350. Что же касается вот этого всего оголовного крепления, то здесь также по качеству изготовления очень сложно к чему-либо придраться. Как резина все хорошо тянется, сшито тоже все, как видим, надежно. Ну и по размеру и вряд ли есть такая голова, на которую не полезет этот убор. Есть еще такая железка из прочного металла, и с помощью такого крепления можно расширить применение, кроме как налобника. Дополнительно смотрим, есть силиконовые прокладки, ну и собственно сам фонарик. Что же касается второй модели, все абсолютно то же самое, только этот модель уже в более такой интересной расцветке, хотя этот фонарик у меня в пользовании уже достаточно давно. Если сравнивать обе модели, то видим эффект апельсиновой корки, и модель это уже с тир-линзой, который позволяет более комфортно работать на близком расстоянии. Это для электриков, строителей, автослесарей и так далее. Хотя эта линза не так сильно забрасывает угол свечения. Для таких целей на эти фонарики уже есть отдельно специальные тир-линзы, которые могут забрасывать угол от 15 до 120 градусов, то есть рассеивать угол свечения. На втором фонарике эффект это уже лимонная корка. Здесь, как видим, вместо оптики используется мелко текстурированный рефлектор, и она уже будет работать больше вдаль. На корпусе можем видеть маркировку для соблюдения полярности элементов питания. Но если даже случайно перепутали, есть электронная защита, и с фонариком ничего не случится. Единственная кнопка на фонарике. Есть такой характерный отклик нажатия. На обратной стороне можем видеть разъем для зарядки стандарта micro USB. Если не ошибаюсь, раньше на эти фонарики ставили на все цветовые температуры лампы от XPL, а теперь такую лампу можно встретить только на цветовой температуре от 5000 Кельвин, а на обновленной модели 40А с температурой 4000 Кельвин и все что ниже можно увидеть лампы модификации 351. Хотя они почти одинаковые, отличная стабильность и правильное равномерное свечение. Толщина и диаметр тир-линзы. Здесь площадка, место для прокладки. Рефлектор здесь также почти схожие размеры.
Смотрим расположение прокладки и закаленного стекла. Для безопасной транспортировки и хранения предусмотрена такая защита от случайного включения. Видим также фирменный литий-ионный аккумулятор с емкостью в 3000 мАч. Вес фонарика без элементов питания 67 граммов. Батарейка весит почти 46 граммов. Ну и это тоже 68. Включение производится с помощью короткого нажатия. Видим, кнопка загорается зеленым цветом. Такая индикация говорит о том, что заряд осталось больше 30%. Для отключения фонарика достаточно короткого нажатия. Ну а если идет падение напряжения на элементе питания до 3,5 вольт, то видим, уже индикатор загорается красным цветом. Даже не загорается, а начинает мигать. А в прошлом нашем ролике про эту модель при таком же заряде менее 30%, то здесь индикатор показывал постоянное свечение красного цвета. А если напряжение падает до критического значения для аккумулятора в 2,7 вольт, как видим, индикатор начинает интенсивнее мигать. На живом примере будет выглядеть следующим образом. Видим, что заряда мало, все быстрее мигает, но и фонарик отключается, то есть срабатывает электронная защита. То есть таким образом сохраняет жизнь элементов питания от чрезмерной глубокой разрядки. И напряжение, с которого фонарик уходит в защиту, примерно 2,8 вольта. Небольшой тест на потребление тока на разных режимах. Посмотрим, насколько хватит заряда одного элемента питания с комплектной емкости в 3000 мАч. И для напряжения в 3,8 вольт смотрим потребление тока для низкий уровень яркости. Может гореть без перерыва до 90 часов. На средней яркости бесперерывное свечение до 27 часов. Для переключения яркости свечения удерживаем нажатой кнопку. И высокий уровень яркости — это уже порядка 6 часов бесперебойной работы. Быстрое нажатие 2 раза переключает супер яркий режим турбо чуть более 1,5 часов. И на такой яркости прибор начинает быстро нагреваться из-за больших токов, хотя 1,8 ампер это еще не такие высокие токи. И как в напряжении 4 вольта ток уже становится больше 2 ампер. Элементы питания встречаются и на 4,2 вольта и выше. С таким напряжением уже ток почти 3 ампера. Температура растет еще быстрее, но когда температура начинает превышать 50 градусов Цельсия, срабатывает снова электронная защита и ток начинает постепенно падать. То есть идет снижение яркости свечения, в том числе и ток потребления. И если не пользоваться турборежимом, то и не будет соответственно перегреваться под нагрузкой литий-ионный аккумулятор. Да и в целом срок службы фонарика будет практически вечным. На этом фонарике для такой цветовой температуры ток потребления чуть пониже. Низкая яркость хватает на 100 часов. На средней яркости это 23 часа. Высокая яркость это уже чуть меньше 6 часов. И в режиме турбо примерно 1,5 часов. Не могу найти и функцию стробоскопа, хотя если на включенном фонарике быстро нажимать 4 раза, то прибор снова переходит в какую-то защиту, то есть в защиту от переключения режимов. И при каждом нажатии смотрим, фонарик начинает мигать, то есть похоже играет роль маяка. Но если удерживать нажатой данную кнопку, то фонарик снова и снова будет повторять кратковременные импульсы свечения. Ну а выйти из данного режима снова быстро 4 раза нажимаем кнопку. Что касается магнита, то он здесь очень крепкий. Смотрим, как сложно оторвать. Ток зарядки составляет меньше 1 ампера, и ход зарядки отражает мигающий красный индикатор, который будет гореть зеленым цветом при достижении полной зарядки. Теперь для проверки в полной темноте будем перебираться в лес. Ну а в целях развития поддержки канала буду очень рад комментариям, лайкам и подписке.
На низкой яркости и на расстоянии в 5-6 метров смотрим уровень освещения. Для цветовой температуры 2700 смотрим, насколько меняется передача цвета. Картина становится заметно красным. По ощущениям яркости кажется чуть поменьше, хотя вживую кажется все наоборот. Средний уровень яркости смотрим уже становится гораздо ярче. Свет неплохо работает и чуть на отдаленные объекты. Желтый свет. Свет ощущается гораздо ярче, что на камеру, что вживую. А на высокой яркости смотрим, как все преображается. Отлично достает и дальние объекты. А здесь уже смотрим более точная передача цвета. Неплохо работает и на дальние объекты. В общем, все прекрасно видно. Также смотрим все три режима на расстоянии вытянутой руки. И на тир линзы ощущение более размытого, более равномерного. То есть на близком расстоянии более комфортное для восприятия освещение. И для примера, если поменять тир-линзу, видим, теряется резкий переход градиента, освещение становится более широкое, равномерное и очень комфортное для работы на близком расстоянии, но вдаль уже будет светить гораздо хуже. Поэтому, видимо, производитель специально создал универсальную тир-версию, которая оптимально работает и вдаль, в том числе можно взять пользы и для работы с близкого расстояния. Также смотрим свечение и в более дальней дистанции. Это низкий, средний и высокий уровень яркости. Все то же самое и на данном фонарике. Попробуем также взглянуть со стороны на расстоянии от камеры. Пробуем также на втором фонарике. И количество света для такого компактного фонарика считаю неплохим результатом. Теперь на белой стене посмотрим и качество освещения. Первый тест на расстоянии вытянутой руки – это низкий уровень яркости. На среднем уровне смотрим, уже появляется достаточно широкая боковая засветка на столь коротком расстоянии. Отличные плавные переходы градиента, и на высокий уровень яркости смотрим уже диод XPL. Центральный пучок отдает желтым оттенком, который, так скажем, хоть и с переходом, но отличается в сравнении с боковой засветкой. Ну и турборежим — это уже слишком большая яркость. Здесь уже смотрим цветовая температура с таким теплым оттенком. И теперь смотрим, как работает тир-линза, то есть очень хороший переход на боковую засветку, более плавное размытие, и на коротком расстоянии этот фонарик показывает гораздо лучший результат. Ну и боковая засветка здесь не имеет определенной границы, все очень плавно. А на супер ярком режиме охват поля уже становится значительно выше. Теперь живое сравнение сразу двух цветовых температур. В качестве вспомогательного освещения для фото-видеосъемки все-таки цветовая температура будет больше интересна 5300 Кельвин,
Ну а по ширине охвата здесь тир-линза, смотрим, распределяет значительно больше света по площади. Также и на высоком уровне яркости. В целом отличное освещение. Будет интересно, если напишите, какой цвет больше нравится вам. А в режиме турбо такое ощущение, что больше света на белом. Теперь быстро и на расстоянии в 3 метра. Более плавное и равномерное освещение. Диаметр порядка 1 метра. Средний уровень яркости — это уже отличный свет. Радует идеальное размытие по краям. Высокий уровень, также благодаря тир-линзе, очень плавные переходы градиента. Для этой цветовой температуры на таком расстоянии уже смотрим. Свет становится везде равномерным, практически незаметный переход в боковую засветку. Также пропадает желтизна и центрального пятна. На средней яркости вообще все хорошо, и диаметр тоже порядка 1 метра. На высокой яркости охват боковой засветки становится еще больше. И для полноты картины смотрим, как цветовая температура влияет на цветовую палитру. Чувствуется резкое смещение общей цветовой гаммы. Ну а с этим цветом смотрим уже более естественное, более точное. Хотя с приближением света появляется немного желтый оттенок, и на мой взгляд для более точной передачи цвета нет смысла отпускаться ниже цветовой температуры в 5000 Кельвин. Кто какие фонарики хочет увидеть на обзоре, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр.